Всем привет, с вами Юра и канал Android Energy. Продолжаю снимать для вас топовый контент по игре Drag Racing уличные гонки. И сегодня я буду делать новый стейдж. Стейдж либо 900, либо 500, я пока еще не определился. Но по ходу дела я определюсь и построю. Самый интересный момент, то что в этом видео будет происходить следующее. Значит, распаковка или перепаковка вот этой Bentley. Потом, понятно же, будет у нас новый стейдж по вот этой Audi RS4 Avant. Она сейчас стоковая у меня. Ну как стоковая, ну вы видите, да, она не прокачана, ничего, просто есть некоторые детали там по кузову и так далее, и тому подобное, ну, там диск в частности. Вот, так что сейчас мы начнем с вами, давайте, из перепаковки Bentley. Итак, для того, чтобы перепаковать мне Bentley, лучше будет сделать вот так вот: инвентарь, потом ресурсы и перепаковать авто. Меня закидывает сразу в мастерскую, и здесь мы будем сейчас перепаковывать. Точнее, в сервис. Есть такой пункт, вкладка здесь в игре. Вот, значит, мне нужно, ребят, кстати, благодаря моему подписчику все-таки подтвердилось, это не я ошибся, когда вытягивал вот так вот движок из машины, а это все-таки баг в игре. И, соответственно, слитых моих два вайпера – это как раз-таки результат бага в игре, а не моей, как говорится, невнимательности. Так вот, мы немножечко отошли от темы разговора. Значит, что будем делать? Перепаковывать. Значит, нажимаем «Перепаковать». Ну, тут, стоп, не то нажал. Перепаковываем же мы Bentley. Вот это Bentley. Перепаковать. Ну и вот это мои ресурсы, которые я получу из перепаковки Bentley. Да, то бишь тут получается и сетовские детали, и все. Поэтому это есть, как говорится, логичное решение, правильное решение сделать такую именно перепаковку. Там еще даже какие-то баксы упадут. Ну, нормально. Bentley у нас осталась, как говорится, полностью стоковая. Вот. А теперь мы приступаем с вами к постройке стейджа. Но для этого, для начала, мы зайдем с вами в топ. Например, возьмем там одиночный стейдж и посмотрим. Значит, смотрите, RS4 Avant. Это информация, но тем не менее, она есть здесь, эта машина. Может быть, даже она и в стейдже есть, я не знаю. Это надо, ну, то бишь стейдж 350, это надо проверять. Но тем не менее, RS4 Avant 350 стейдж. Здесь, конечно, Audi A8 в стейдж 500. Их здесь почти все они. Что, кстати, задуматься надо. Это никакие. Но они на сета здесь. А здесь они, наверное, за счет чего решают? За счет веса? А или может все-таки за счет двигателя? Вот честно, я не знаю насчет этого. Так, ну ладно, то такое дело, тут еще нужно подумать. А вот 900. И вот в 900 стопроцентно идет Audi RS4 Avant. И это, как говорится, ну, и гадалки не ходи, это стопроцентно будет делаться. Ну, то бишь правильный стейдж и хорошая топовая тачка для этого турнира – это RS4 Avant. На 1500, опять же, Audi A8 идет, есть Audi RS4 Avant, и на 200 Audi RS4 Avant, и может быть, хотя нет, Audi A8 нету. Вот так вот. Поэтому решение принял сделать все-таки вот прямо сейчас, как я и говорил тогда, я принял решение сделать Stage 900. Вот. Есть еще такая интересная тема, что, возможно, я даже сегодня смогу поучаствовать на этой РС-ке, вот в этом турнире Stage 900. Он будет через час. Если я, конечно, успею сделать стейдж. Ну и в итоге,
Значит, смотрим на ресурсы, которые были получены мною, да. Значит, вот чертежи, потом, ну, короче, там детали и так далее и тому подобное. Итого. Приступаем с вами к самому интересному. Значит, смотрите, есть у меня интересный конфиг. Я надеюсь, он правильный. Ну, как минимум, он приближенным к тому, который мне нужен. Но это 500 LST, а мне надо 900. Ну, я не думаю, что я сильно буду, чем-то сильно будет отличаться мой конфиг от этого конфига. Поэтому, ну, даже я не знаю, есть ли смысл тратить на это время, ну, типа, вот так вот бегать, смотреть на эту конфигурацию. Давайте просто начнем собирать мой новый Stage 900. Так, это класс, как уже ранее было сказано. Собираться будет на турбинах и для начала по двигателю. Значит, я здесь не буду прокачивать для начала распредвал. Кстати, удобно сделали, что кнопочку маленькую сделать. Не вот это вот большое, как раньше было, а маленькую. Теперь нажать ненужные. И тем более здесь какой-то замок можно поставить или что, я не знаю, надо понять это. Давайте мы что точно прокачаем? Мы прокачаем вот эту деталь. Видите, нажимаю, ничего не происходит. Вот эту вот деталь, это у нас получается EQ. В общем, EQ давайте прокачаем. Замочек уже пропал. Вот, ну, что же означал этот замочек, я не знаю. Так, есть январь 800, есть январь 500, антилаг. Сейчас посмотрим, кстати, 0,7 плюс 7,2. Надо подумать, какой же у меня... Не, ну, вот этот больше всего мне нравится. Январь 800, давайте на нем будем строить. Есть еще январь антилаг, нет, вот это. Ну, тут, правда, LS добавилось больше. Так, по максимальным оборотам плюс 114, плюс 57. Короче говоря, вот этот возьму. И, в принципе, уже, можно сказать, мы начали с вами собирать новый конфиг. Конечно же, КПП, я не знаю, такая, не такая будет, пусть стоит пока это. Видите, тут все это можно распаковывать. У меня вот есть, мы ее просто ставим. Так, вот у меня пневмошифтер Pro, конечно же, я его тоже ставлю без вариантов, чтобы его не ставить. Вот, но вижу, что дифференциала нету. Прикольно. А мне он нужен. Придется брать вот этот вот за 810 баксов. Топовый дифференциал. Знаете, давайте потом его поставим. Ну, хотя нет, все равно его надо ставить. Вот этот, видите. Все, поставим 810 баксов. Топовый дифференциал у нас стоит. Так, по прокачке я больше ничего здесь не прокачиваю, ничего здесь не ставлю. Дальше у нас турбина. Мне надо сразу ориентироваться на 900 ЛСТ, поэтому вот эти турбины, ну, есть вот, не знаю, что это за такой. Короче, эта турбина, она вряд ли с той Bentley, 100% она не оттуда. Вот, ну, мне надо понять, либо я буду на сетах, либо я буду не на сетах собирать. Вот это вот самое интересное. Попробую сейчас собрать пока не на сетах, если это получится сделать. Значит так, ставим топовый, топовый вот этот Westgate за 150 баксов. Так, ставим две топовые турбины. Хотя две топовые. Ну, скорее да, чем нет, потому что конечно, мне график не очень нравится там. Как же правильно поступить-то? Ладно, давайте пока оставим эти турбины. Посмотрим. Так, значит, ну, понятно, пайпинг ставим. Вот, он уже есть у меня
Сетовские. Я пока сетовские детали не ставлю. Я не буду пока их тратить. Тут же у меня есть сразу интеркулер. Я боюсь, а вдруг я неправильно поставлю детали. Ну, типа неправильную территорию. Поэтому я пока не хочу сетовские ставить. Я потом лучше продам. Там пусть я 50% только верну из баксов, но зато я не ошибусь. Так, ну это понятно, это ставим. Ну и в принципе здесь все. Так, по выхлопу. Выхлоп я пока не буду ставить, ибо я не знаю, что. Так, по растяжкам, конечно же, вот растяжки ставим. Дальше мы ставим, купим обычное антикрыло. Конечно же, вот такое. Так, с этим разобрались. Тут ничего не делаем, здесь ничего не делаем больше. Так, что еще? Что же еще мне надо? Теперь ставим подвеску, все. Так, ну, у меня, в принципе, она почти уже вся более-менее поставим какие-то детали, да? Но мы ставим сейчас без сетов собираем. Мы сейчас хотим посмотреть, что будет без сетов. Может так получится, что я 500 смогу только сегодня сделать, а 900 не смогу. Я этого не знаю. Да, я сейчас потрачу баксы, но у меня они есть, слава богу. Так что, несмотря на это, я покупаю новые детали. Ибо я хочу посмотреть, а может быть сразу, и мы увидим с вами Stage 500 новый. Смотрим. Так, в любом случае все будет зависеть от того, когда мы прокачаем. В принципе, нет смысла смотреть вам. Я все сразу прокачаю. Ну, видите, осталось у меня от перепаковки сразу. Так, все. Кстати, хорошо хоть нормально. Ну, типа, не запороть. Ну и все, вроде по деталям все. Осталось только прокачать, что я, в принципе, сейчас и сделаю. Вот, значит, по чертежам. Можно, знаете, как сделать? Снять детали, которые 100% не нужны, чтобы не ошибиться, не прокачать. Опять же, где-то отвлекся и все так далее и тому подобное. И это все может повлечь за собой серьезные последствия. Так, здесь я не знаю, кстати. Может быть, я даже здесь все и прокачаю, я не знаю. Здесь я диски, наверное, сниму пока. Потом я их обратно поставлю. А, и пневму. Пневму обязательно снимаем. Что пневму надо снять. Так, с этим разобрались. Ну, по кузову здесь все надо. Выхлоп я не ставил, но выхлоп я поставлю позже. Все, начинаем качать чертежи. В общем, сейчас прокачаю, увидите уже результат. Мне тут, грубо говоря, подряд можно все качать. Вот. Несмотря ни на что. Ну, турбины, я не знаю насчет турбин, они вес снижают, поэтому с турбиной еще подумал. Я буду аккуратно, вот так вот, постепенно. В общем, погнали. Так, ну что, смотрите, значит, я прокачал почти все детали. Меня смущает момент по поводу того, что мало мощности, конечно же, но мощность мы можем получить следующим образом. Это добавив выхлоп, да, значит, нам выхлоп какой-то у меня есть, dual cut. Мне надо понять, какой вообще мне надо выхлоп ставить.
Какой же сюда выхлоп ставить? Его в любое время можно будет поменять. Это не проблема. Если я даже сейчас неправильно поставлю, вот вообще не проблема. Мы смотрим просто на пиковый момент, как всегда. Давайте вот это за 52 500. Так, теперь мы поставим, не знаю, Бластер пусть будет, наверное. Он же обычный, никакой не сетовский. Можно его ставить. Так, и потом вот эту деталь поставим, она тоже не сетовская. Все, 613 ЛСТ. Мне еще 300 ЛСТ надо. Немало надо, конечно. Так, хорошо. Что дальше? Что дальше? КПП можно вернуть. Но пока еще не будем. Так, ну я думаю, как же все-таки поступить? Распредвал. Я бы не хотел его качать. Вот никакую не хочу качать распредвал. Ладно, ладно, ладно. Подвеска, понятно, то мы вернем. Ну, к примеру, нам надо вернуть это, потому что мы еще не прокачали с вами шины. Диски, я думаю, тоже, наверное, надо будет прокачать, потому что зацепа мы не получим максимального. Ну, надо думать насчет этого. Сейчас я прокачаю еще резину, и можно будет уже смотреть на итог. Пневму просто поставим. Качать не надо. Так. Чертежи. Подвеска. Вот, значит, качаем. Все, диски оставим, не будем трогать. И давайте купим детали, то бишь турбины топовые поставим. Посмотрим, что в итоге мы получим. Так, ну мне нравится вот этот сейчас график, все хорошо, а так он какой-то странный выходит, этот график. Но я думаю, что если топовые турбины купить, то, может быть, и было бы уже 900. Не знаю, не знаю. Ладно, давайте попробуем пока за 220 баксов возьмем. Значит, это первая турбина. Так, и я хочу, чтобы график нормальный был. Хотя, может, зря я на него так сильно ориентируюсь. Ну и то есть 741. А это что? 160 ЛСТ мне не хватать будет. Ну окей. А если этот поставить? Или вот эту? Давайте за 150 попробуем. Нет, за 250. Вот так. Все, и то есть 140 ЛСТ еще мне надо. Я, получается, не буду, да, качать турбины, потому что они вес сильно снизят. Ну, они минус 0,1%. Вот. А веса у нас 1600 килограмм. И зацепа у нас уже 351. Ну, типа, все здесь, все уже сделано. Осталось только понять, как сделать 900. Попробуем сейчас детонации это сделать, если это вообще реально. Значит, ИК. Для начала мы посмотрим, что у нас тут по диностенду. Как он будет настроен. Даже я его не трогал, а он здесь вот так вот может быть вполне реально вот такой диностенд. На всякий случай выйду вот так вот, потому что график неправильно рисует внизу сильно. Вот, и теперь мы поставим... мы не включили лаунчер. Думаю, что происходит? Стоп. Нет. Так, диностенд, лаунч контроль. Ну, еще раз общий тест. Я не думаю, что оно что-то здесь меняется.
Да, здесь так и остается. Ну вот мне нравится, теперь вот мне хорошо нравится вот этот график, все нравится. Осталось только решить вопрос с детонацией. Значит так, вот она моя лампочка. Вот так ставим и смотрим, что у нас тут происходит. Главное, чтобы детонация не была сильно большой. Ну и задача, конечно же, повысить мощность. Так, что мы получаем? Ну, короче, сохраняем этот тест. Так, ну а теперь моя задача поднять мощность. Значит так, пробуем где-то вот здесь на десяточке. 830. Все, 830, где-то там, походу, эта мощность будет. 836. Вот, получается 836. Так, а что у нас по детонации? Достаточно неплохо. Но мне не хватает все равно мощности. Мне не хватает 70, точнее 64 лошадиной силы на тонну. Хоть я и сделал детонации, хоть я и сделал уже 836, но меня это не спасло. Смотрим по деталям. Ага, у меня еще КПП не выставлено обратно, но это тоже меня не спасло. Распредвал не хочу качать, вот просто, как говорится, знаете, миллион раз уже запарывал этот конфиг свой, эти конфиги. Так, ну и разве что если прокачать турбины, они вес снимут. А может это будет печалькой. Как же сделать-то, а? Ну а здесь у меня выхлоп, я думаю, хороший. Я поставил выхлоп. Лучшего здесь и нет. Что же делать? Как быть? Вот такую детальку поставить. Она момента снимет. Так, а если здесь? И момента добавит. И мой пиковый, да, вот, давайте вот этот, наверное, поставим паук за 230 баксов. Так, итого остается совсем ничего, 31 ЛСТ. 31 ЛСТ это не так уж и сложно сделать. Но я хочу до последнего не трогать диски. Но диски, ну, зацеп, понимаете. Давайте посмотрим конфигурации. Диски я здесь качал, это я точно знаю. Так, значит, подвеска. А, нет, я их не качал здесь. Давайте посмотрим, сколько они заберут с веса. Ого. Много забирают вес. А мощности добавляют? Мощности добавляют. Значит, смотрите, мы можем получить плюс 17 ЛСТ. Вот. Ну и уменьшить вес. Блин, не хочу уменьшать вес. Вот не хочу и все. Я просто потому что еще не до конца понял, как конфиг этот строится. И боюсь его не запороть. Но как быть дальше? Где брать мощность тогда? Я уже даже сейчас могу выезжать, уже в турнире участвовать. Прям налегке. Я не думаю, что я плохо сильно поеду. 54 минута. Вообще четко. Вот так. Что же делать? Где же брать мощность? Ну, разве что тогда турбину другую купить. Давайте попробуем, что у нас будет, если мы... О, ну, в принципе, неплохо. Я бы сказал, прям вообще красота. Давайте вот эту турбину купим. Так, а эту... Ну, продать я всегда успею. О, 902 ЛСТ, все. Идеально, просто идеально. Все, 900 ЛСТ. Убрал и двигатель даже не трогал.
Итого у меня 1439 лошадиных сил на маховике. Самые интересные, да, такие вот характеристики. Я убрал всего лишь 2 килограмма веса. Вот. Ну, в принципе, здесь что у нас получается? Вот интересный момент. Это вот лобовое сопротивление. Ну, в принципе, все. Можно идти настраивать. Я думаю, что, ну, топового времени не будет, но будет нормальное время. Сейчас у меня получается должно быть, ну, то бишь я еще, да, вариант такой, что я могу еще потом сюда кинуть сетовские детали. Например, да, значит, мы сейчас посмотрим на них, вот они. Значит, вот это у нас река Чердеев, что она сделает? Она уберет мне лобовое сопротивление. Оно мне и так хорошее. Оно, если будет 2 стадии, оно добавит зацепа. Зацеп это хорошая вещь. Так вот, я по поводу сетов не знаю. Поэтому, ребят, я их не использовал, поэтому они у меня пока есть. Вот. И сейчас моя задача настроить именно вот такую rs, которую я не буду пока больше дальше строить. Ибо я не хочу экспериментировать. Сейчас вы увидите уже заезды после настройки этой rs. Напишите в комментариях, как вам этот конфиг, насколько был он приближенный к топовому конфигу, или потом также можете написать, встретили меня в турнире или не встретили, как проехали. Вот. Ну, а я пойду понастраиваю эту rs. Ну, знаете, для начала я, наверное, все-таки, особенно это для новичков будет важно, потому что в этой игре очень много новичков. Вот, поэтому я расскажу вкратце, как я буду настраивать. Я не покажу итог настроек, я расскажу, как я буду настраивать. И вот сейчас перед вами полностью стоковая тачка, да, то бишь, точнее не стоковая, а полностью не настроенная тачка. И все, что нужно ей настроить, вот здесь перед вами. Поэтому первое, что мы будем делать, это давайте начнем с давления. Давление, видите, каждое колесо у меня по единичке. Мы поставим, грубо говоря, по двоечке. Хотя это у нас ставишь 900, там вроде бы по четверке ставить надо. Я уже просто не помню, давно не настраивал. Так что, в принципе, это не есть большая какая-то тайна. Я вам показываю, да, четверки ставим. Это начально. Это начально. Начинаем с четверок. Все. Четверки у нас есть. Дальше мы идем на антикрыло. Антикрыло мы ставим пятерку и уходим. В подвеску. Ну, подвеску это уже нужно выкручивать. Но для начала можно начать, ну, к примеру, например, да, для старта достаточно сделать минус 120 пневму и поднять задние-передние пружины. Это все, как говорится, грубые настройки, которые дадут какое-то время в заезде. Стойки я не трою пока. Вот. Ну, можно для эксперимента сделать еще вот так вот тоже. Это будет, например, второй заезд, чтобы сравнить. Ну, достаточно. Дальше по КПП можно на стандартной проехать, которая вот сейчас перед вами. После чего сделать вывод, что я сейчас, в принципе, при вас делаю и пойму. Ну, а так, в принципе, здесь больше ничего такого нет сложного в настройках. Вот сейчас делаем тестовый заезд на стандартной КПП, видите, это именно стандартная КПП. И сейчас увидим с вами, что может это Audi. Ну, есть информация интересная, она греется, это Audi сильно. И я уже даже не знаю, что меня ждет в этой настройке. Ну, как минимум, у нас КПП не годится сюда. О боги.
не очень хорошая информация. Ну, в общем, давайте еще один заезд. Посмотрим, что будет, если мы сделаем так КПП. И дальше я уже буду ее настраивать. Ну, неужели придется качать детали на охлаждение? Хотя нет, вот смотрите, сейчас она уже не греется. Все нормально, уже вот 5 передач без каких-либо проблем. Ну, почти. Все, и от этого можно уже отталкиваться. Ну, крайний момент покажу вам. Крайний момент, это опять же берем КПП, заезд 804 метра. Кстати, когда вы обращаетесь ко мне за настройками машин, то вот именно я жду от вас графика из этого заезда. Тем самым я понимаю, насколько у вас нормально настроена машина или нет. Потому что, как говорится, если человек умеет настраивать, у него график будет нормальный. Вот такой график, это уже говорит о том, что есть проблемы с настройками. Ну, все, значит, этот график дополнительно дает информацию, что нужно делать с передачами. Ну, в целом, буду сейчас настраивать. Буду каждую вот эти вот позиции, КПП, подвеску, антикрыло, давление, буду это все вот сейчас понемногу подкручивать. Так, ребят, тут, короче говоря, решил показать вам моментик, когда настраивал, что такое износ двигателя добавили. Вот он, износ. Ну что, я думаю, что я где-то попал 1000 на 20, наверное, да? Все надо нажимать. Замена антифриза, замена масла, ремонт коленвала, кольца, шатун, свеча, клапан, поршень. Я как понял, у меня мощность с 900 упала до 630. Я такой, ага, понятно. Эх, такой моментик. Я не знал, что есть такое в игре. Точнее, я знал, но я не знал, что это будет еще и при настройке влиять. В общем, продолжаю настраивать. Давайте один заезд сделаем, посмотрим, насколько улучшилось время. Надо аккуратно с этими нагревами, ибо что эти перегревы, они сильно влияют. Вот я заметил, что резко сильно греется. А, вон она почему нагрелась. Я так себе и сейчас подумал, как только я вот ремонтировал двигатель, я думаю, что же она так люто стала греться, что я даже не доезжаю до финиша. Ну, вот, грубо говоря, это то, что пока я смог сделать. Хотя теперь я понял, как лучше сделать. То бишь, ухудшение времени мне будет давать то, что у меня будет ломаться двигатель. То бишь, вот эти все детали. И за этим нужно следить. Если за этим не следить, то настроить нормально не получится. Вот так вот зайти в двигатель, сервис, и вот здесь вот уже сделать, увидеть это все. Так, хорошо. Ну, в принципе, более-менее уже едет. Сейчас попробую еще понастраивать. Посмотрим уже результат. Так, ну, ребят, пока с настройками 11.83.85 это лучшее. Значит, я заметил, что это аудио очень сильно греется. Также я заметил, что теперь участвовать в турнире нужно внимательно, потому что если у нас вот это все вот накроется, мы просто потеряем и мощность, и время, все потеряем.
Так вот, ну, пока, я думаю, на этом настройку закончу. Мне еще нужно думать, ну, я не знаю, может быть, стоит прокачать распредвал и тем самым потом его поставить, вот, и тем самым сразу поставить и охлаждение. Например, если в конфигурации глянуть на эту тему, так, значит, конфигурация. Потому что как-то вот все не то. Так, выхлоп, нет, не то, турбо. Значит, так, нет, двигатель. Значит так, двигатель. Если мы его прокачаем, что мы сейчас видим, ну, пусть это будет ориентир на 500 ЛСТ. Да, я понимаю, что мы не на 500 смотрим, но тем не менее. 517 у меня появилось, потому что я прокачал диски. Вот, так, вот, 500 и 802. Мы просто эту вот разницу добавим себе или снимем. Посмотрим. Так, значит так, выхлоп, двигатель. И теперь мы ставим, качаем распредвал. Так, мы его, конечно же, качаем. Так а здесь же нельзя поставить облегчение. Ой, точнее, ну, вы поняли. Охлаждение здесь нельзя поставить. Ну, на распредвал посмотреть, посмотрю. Это может быть либо вот такой. Ну, скорее всего, вот такой надо будет ставить. Допустим, мы его поставили. И теперь мы уберем лишние ЛСТ. Чтобы посмотреть просто, что он сделал. Короче, это нам ничего не дает. Это нам ничего не дает. Нам надо охлаждение. Вот по поводу охлаждения, конечно, стоит задуматься. По поводу охлаждения. Охлаждение, оно, например, вот блок цилиндров. Значит, мы, например, распредвал не качаем, а качаем блок цилиндров. Что у нас больше всего охлаждения дает? Масло-кулер плюс 1, 429%. Так. Если не масло-кулер, а ну, вот насос охлаждения. Ну, теперь то же самое, в принципе, дает. Плюс 1, 429. В общем, любую из этих деталей можно поставить. Вот. И будет у нас прокачано охлаждение. Но я пока этого делать не буду, потому что это так непросто с этим конфигом. Все, я думаю, что сейчас уже начинается турнир. Сейчас посмотрим. Вот, да, как раз через пару минут я готов участвовать в турнире на этой Audi, который есть. И вы сейчас увидите нарезку заездов из турнира Stage 900.
Итак, ну что, подведем итоги. Значит, в турнире пока еду лучшие 79, ну, грубо говоря, 8, да, 11,8. Я бы не сказал, что это хорошее время. Еще нужно будет думать, решать. Возможно, все-таки сыграет роль, если я прокачаю диски, но я еще хочу проверить, как будет ехать на 500 ЛСТ. Вот, опять же, значит, я сеты не использовал. Вот такие у меня характеристики получились. Вот, ну, я думаю, что если либо бонусный зацеп, либо вот этот зацеп, то будет лучше ехать. Тем не менее, для фарма тоже годится. Я и тогда фармил, и сейчас фармлю, ничего не поменялось. Вот, поэтому, в принципе, да, напишите в комментариях, как вам этот конфиг, как вам это Audi. Ну и, в принципе, на этом я думаю, что Stage 900, можно сказать, готов у меня. По настройкам еще мне нужно будет настраивать. Очень сильно греется. Не зря мне говорили в комментариях, что будет тяжело настроить. Ну, я думаю, что, давайте так, если это видео наберет 100 лайков, то следующее видео я построю Audi A8 Stage 500. Попробуем, по крайней мере. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Юра и канал Android Energy. Всем пока и до скорой встречи.